Дорогие подписчики и гости канала, сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала генерал СВР, генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас вторник, 11 апреля, мы с вами проводим промежуточный выпуск. И хочу вам напомнить, что завтра в комментариях к нашему ролику, завтра, еще раз повторяю, в среду в комментариях к нашему ролику вы сможете оставить свои вопросы. Также хочу вам напомнить, что у нас есть подписка на Patreon, где я отвечаю на все поставленные вопросы, ну, практически на все, за редким исключением. Исключение составляет, если человек задает более 5 вопросов за один раз, или вдруг, конечно, какая-то, может быть, я допускаю техническая накладка, и я просто не получил ваш вопрос. Получается, в основном, что отвечаю на все вопросы. Так, подписывайтесь на наш Patreon, вы помогаете нам, мы помогаем вам. Давайте теперь перейдем к событиям сегодняшнего дня. Ну, событий, которые мы сегодня с вами обсудим, совсем немного. Это начало всеобщей мобилизации. То, что сегодня произошло, те поправки, которые были приняты Госдурой, говорю откровенно, как есть, это, конечно, начало всеобщей мобилизации. Вы прекрасно понимаете, что сегодняшние поправки к закону, вы прекрасно понимаете, о чем я говорю, конечно, и о том, что сегодня Госдума приняла довольно значительное количество поправок и приняла довольно интересные моменты. Давайте теперь немножко разберем, что напринимала Госдума. Во-первых, давайте говорить не так, как это предполагается, так, как это будет. Запрет на выезд, в сущности, произошло все, о чем мы предупреждали. Я уверен, что наши уважаемые зрители и слушатели прекрасно помнят, когда я рассказывал о том, что готовится всеобщая мобилизация, что будет введен запрет на выезд за границу, что будут блокировки счетов, что будут проблемы с реализацией собственности и так далее, и так далее, и так далее. Все это готовилось перед Новым годом и должно было быть внедрено в жизнь сразу после Нового года, о чем мы и предупреждали. Путю, скажем так, неимоверных усилий стоило, чтобы все это затянулось на достаточно долгое время. Но сколько веревочки не виться, оттягивать долго не получается. Президент России Владимир Путин принял решение, и Государственная Дума на раз, два, три все утвердила. Все поправки были утверждены сначала президентом России, им было предоставлено на рассмотрение. Объяснили популярно, что все это значит. Итак, давайте я вам расскажу то, как это понимает президент России Владимир Путин, и то, как это будет притворяться в жизнь. Ну, во-первых, блокировка на выезд за границу будет автоматически накладываться на человека, который якобы получил повестку. Как только повестка появляется в реестре, не будет никаких 7 дней. Еще раз повторяю, не будет никаких 7 дней на то, чтобы принять какие-то решения. Я имею в виду человеку, которому будет повестка отправлена. Как только повестка появляется в реестре, она считается автоматически полученной. Именно так и будет. По крайней мере, так рассказывают президенту России Владимиру Путину. Не будет ждать ни 20 дней, ни 7 дней, ни сколько ждать не будет, автоматически накладывается запрет на выезд за рубеж. Это я говорю для того, чтобы наши уважаемые зрители и слушатели, которые принимают для себя решения, думали как можно быстрее и решали, как быть как можно быстрее. Да, это не надо делать стремглав, это не надо делать бездумно, надо обдумывать каждый свой шаг, просчитывать, обдумывать. Я понимаю, что у многих людей просто нет возможности выехать за границу. Я понимаю, что, конечно, эти поправки бьют и по многим людям, которые уже сейчас находятся за границей. И мы это еще с вами разберем.
Ну, во-первых, да, нет возможности теперь даже с помощью доверенности реализовать свою собственность. Вернее, такая возможность есть, но пока не пришла повестка. Плюс, опять-таки, с возможностью реализовывать собственностью есть определенные нюансы. По этим нюансам лучше, конечно, обратиться к юристам, для того, чтобы юристы разъяснили, как все это будет происходить. То есть доверенность уже фактически не играет никакой роли, если, опять-таки, повторяю, человеку приходит повестка. То, что повестки начнут приходить массово, нет никаких сомнений. В ближайшее время это будет либо с какой-то определенной отсрочкой, все зависит от положения дел на фронте. Все зависит от пресловутого большого контрнаступления вооруженных сил Украины, которое готовится. Никто, вообще никто пока не знает, к чему это приведет, но если это приведет к серьезным потерям со стороны российских войск, что скорее всего произойдет, причем без разницы, будет это сопровождаться каким-то существенным продвижением украинских войск, либо просто российские войска понесут потери в ходе контрнаступления украинских войск, и украинским войскам удастся продвинуться на незначительное расстояние, не суть важно. Важно, что потери надо будет возместить оперативно. Оперативно возмещать потери собираются в авральном режиме. Что это значит? Это значит, что людей будут массово выхватывать из их рабочих мест, из текущей жизни и кое-как снарядив и экипировав, кое-как, еще раз повторяю, потому что не хватает на сегодняшний день ни экипировки, ничего не хватает, конечно, ни вооружений. Элементарного стрелкового оружия уже не хватает, о чем идет речь. И отправлять, конечно, на фронт, затыкать дыры в личном составе. Насколько это будет эффективно, не суть важно. Мы с вами сейчас разбираем абсолютно нет. И, конечно, это не будет эффективно, нет никаких сомнений. Это людей будут использовать как пушечное мясо. В этом основная идея. Просто забрасывать фронт трупами. Если же контрнаступление ВСУ это вооруженные силы Украины, будет сопровождаться большим продвижением, скажем так, значительным продвижением, и украинским войскам удастся сдвинуть фронт до границ 22 февраля, 23 февраля 2022 года, то есть на исходные позиции. В этом случае всеобщая мобилизация будет сопровождаться военным положением. Решение президента фактически принято. Он об этом объявил у себя в своем окружении. Да, понятно, что президент время от времени передумывает, понятно, что ему время от времени стучит моча в голову и приходят в голову разные мысли. Да, возможно, удастся повлиять на принятие решений, возможно, удастся какие-то моменты заблокировать с нашей стороны. Возможно, как и получалось довольно долго и довольно много. Я не боюсь об этом говорить, потому что это является также одним из способов воздействия и манипуляции президента. Давайте теперь разберем еще некоторые вещи. Давайте разберем, скажем, такой пункт, как дополнительные ограничения на граждан могут вводиться местными администрациями. Еще раз повторяю, дополнительные ограничения, помимо всех тех ограничений, которые были перечислены в этих поправках. Есть еще и дополнительные какие-то мифические ограничения. Ну, эти мифические могут стать совсем не мифическими, щелчком пальца местной администрации. Конечно, после согласования с администрацией президента, ну, либо губернаторы могут выйти на кого-то совсем близкого к президенту и согласовать подобные ограничения. Какие-то будут ограничения. Здесь как бы фантазия может раскинуться широко и очень далеко. Я надеюсь, вы понимаете, что фантазировать местные администрации умеют, и дай им волю по введению ограничений введут и те, которые можно, и те, которые нельзя. Здесь тоже надо опасаться очень многих моментов. Еще раз повторяю, то, о чем мы долго говорили, то, о чем мы долго предупреждали. Мы использовали любые возможности для того, чтобы это решение президента, которое фактически уже было принято до Нового года, чтобы в жизнь оно было претворено как можно позже. Но вот получается так, что сейчас это решение собираются реализовать.
то, что преподносит сам президент, то, что преподносит Государственная Дума, что это какие-то там, надо, что будут вызывать людей для того, чтобы какие-то корректировки в данных внести и так далее, и так далее. Это, конечно, полная чушь. Блокировка счетов призывников, причем будет это призыв на срочную службу, либо призыв по мобилизации, стоит на первом месте в объяснении президенту текущих поправок. Еще раз повторяю, блокировка счетов призывников то ли на срочную службу, то ли по мобилизации стоит на первом месте в объяснениях президенту, как будут действовать поправки. В поправках об этом ничего не сказано. Но это стоит, еще раз повторяю, в объяснениях президенту на первом месте. Поэтому будьте аккуратнее, уважаемые мужчины. Если у вас есть возможность снять деньги со своих счетов, оставив лишь необходимые средства на оплату каких-то услуг, на оплату счетов, еще для каких-то нужд, лучше, конечно, деньги либо перевести своим родным и близким женщинам, которые не подлежат воинской службе, и либо смотреть на, опять-таки, есть родственники, папы, мамы у многих уже в том возрасте, когда уже можно не бояться призыва по мобилизации. Можно воспользоваться таким кодом. Если есть возможность, не хранить, и я вам уже много раз говорил, пожалуйста, слушайте внимательно и делайте так, как вы считаете нужным, но с учетом рекомендаций. Мы никогда вам ничего плохого еще не советовали. Никогда и ничего. Все наши прогнозы, к сожалению, такого рода воплощаются в жизнь, потому что та информация, которой мы обладаем, это информация напрямую от президента России, который на сегодняшний день фактически является полноправным, не полноправным, а полноценным руководителем руководит текущей ситуацией. Так, мы с вами уже довольно давно в эфире. Большое спасибо, что были со мной. Мы вас любим. Это самое главное, и это искренне. Мы работаем для вас. Надеюсь, что мы с вами увидимся, услышимся уже скоро. Надеюсь, завтра. Завтра еще немножко разберем эти поправки. И я думаю, что вы будете сами в состоянии принимать те решения, которые примете. Большое спасибо. Всего доброго. До свидания.